Всем привет! С вами кулинарный канал «Это просто». Сегодня я буду готовить нежный, ароматный, вкусный пасхальный кулич. Сразу вспоминается вкус из детства. А в правом нижнем углу у вас есть кнопка «Подпишись». Нажми, и ты будешь первым смотреть мои новые видео. Молоко слегка подогреть, можно в микроволновке 30 секунд, и вылить в маленькую тарелку. Добавить чайную ложку сахара и высыпать дрожжи. Перемешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут. Изюм залить алкоголем или просто горячей кипяченой водой и оставить набухать. Натираю цедру лимона и приступаю к приготовлению теста. В большой миске слегка взбить вилкой яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилином. Все статьи в текстовом варианте я публикую в Яндекс.Дзене. Ссылка на канал ниже под видео. Прошло 15 минут, снимаю пищевую пленку и вливаю дрожжи с молоком в яичную смесь. Хорошо перемешиваю. Муку я заранее просеяла. Сейчас мне нужно добавить половину от общего указанного количества и хорошо перемешать. Далее добавляю лимонную цедру. И опять хорошо перемешиваю. В тесто всыпаю оставшуюся муку и вымешиваю теперь руками. В тесто муки больше не добавляйте. Вымешивайте приблизительно 10-15 минут. Тесто будет липкое, не пугайтесь. Далее добавляем изюм без жидкости и перемешиваем. И сейчас очень важный момент. Обязательно берем размягченное сливочное масло и по маленькому кусочку вмешиваем его в тесто. Вымешиваем тесто, добавляя кусочки масла по одному. Оно станет очень приятное на ощупь. Тесто накрываю слегка влажным полотенцем и оставляю в теплом месте на 1,5-2 часа. У меня это заняло 1,5 часа. Когда тесто поднимется, выкладываю его на припыленный мукой стол. Большую миску смазываю растительным маслом. Округляю тесто. Кладу в миску и снова накрываю слегка влажным полотенцем и даю подняться. У меня это заняло 40 минут. Тесто готово, его кладу в форму. Я взяла форму 20 см в диаметре и отправляю в духовку, нагретую до 180 градусов, на 40-60 минут. Через полчаса накрываю сверху фольгой, чтобы кулич сильно не подрумянился. У меня он выпекался 50 минут. Готовность кулича проверяю деревянной палочкой. Если палочка выходит сухой, кулич готов. Теперь приготовлю сахарную глазурь. Для этого яичный белок взбиваю. Добавляю несколько капель лимонного сока и постепенно всыпаю сахарную пудру. Тем временем кулич у меня остывает на решетке. Полностью охлажденный кулич поливаю сахарной глазурью и разравниваю ее по всей поверхности кулича. Украшать кулич можно по-разному, на что хватит вашей фантазии. Я украшаю вафельными розочками, шоколадными декорчиками, орешками и сахарной посыпкой. Получается очень красиво и необычно. В инфобоксе вы найдете ссылку на мой плейлист «Выпечка». Заходи, смотри и готовь вместе со мной. Мой идеальный вкусный пасхальный кулич готов. С праздником Светлой Пасхи вас! А в Яндекс.Дзене вы найдете еще 2 моих любимых рецепта приготовления кулича.
С любовью, ваш кулинарный канал «Это просто».